Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о том, кому и для чего нужна ситуация между Россией и Украиной. Перед началом видео прошу вас подписаться на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте, чтобы не потерять нас в случае блокировки YouTube. Ссылки вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на территории Украины. Для многих это событие стало неожиданностью, хотя глубинное государство рассказывало о своих планах уже давно. Информация в сети от российских и зарубежных источников кардинально отличается. Мнения людей относительно целесообразности действий России также разделились. Давайте попытаемся разобраться, кому на самом деле нужен этот конфликт, для чего он затевался и чем в итоге закончится. Еще за несколько недель до начала операции на Украине иллюминаты информировали о своих планах через клипы и телевизионные шоу. К примеру, на вручении кинопремии «Золотой орел-2022» огромное внимание уделялось теме войны. Все фильмы, представленные в номинациях, были именно на эту тематику. Сама церемония больше напоминала траурную процессию. Актеры и режиссеры, произнося свои речи, неоднократно затрагивали тему горя и потерь. «И проявите удаль, коль смерть вам не страшна. Только бы не было войны». Спасибо. Еще одним ярким примером является клип Димы Билана и Натальи Власовой на песню «Она любила музыку», который вышел еще 7 января. В нем скрывалось зашифрованное послание в реверсе, повествующее о грядущих событиях. Помимо всего прочего, за несколько недель до начала так называемой операции в сети стали появляться информационные вбросы на эту тему. Западные СМИ с начала февраля публиковали статьи, в которых заверяли, что Россия уже вторглась на территорию Украины. Делалось все это не случайно. Людей словно готовили к подобному повороту событий, направляя их внимание, а значит, и энергию на реализацию данного плана. Кроме того, лучший способ воплотить намерение в жизнь – говорить о событии так, как будто оно уже произошло. Изначально предполагалось, что спецоперация начнется 22 февраля 2022 года. Это магическое число-палиндром, которое с обеих сторон читается одинаково. Нумерологи называют эту дату также днем 6 двоек и приписывают ей паранормальные свойства. Болгарская провидица Ванга перед смертью говорила о том, что в день 6 двоек должна будет зародиться новая Земля. Вольф Мессинг по поводу 22 февраля говорил, что в нашу страну придет новый мессия, которому будет подчиняться все население. Он отсылался к истории и отмечал, что это будет похоже на образование нового Советского Союза. Вполне возможно, что все эти предсказания также являлись частью глобального плана иллюминатов, который они теперь воплощают в жизнь. Сама операция началась не 22 февраля, а 2 днями позже. Однако именно 22 февраля было подписано соглашение между Путиным и главами республик ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи. Дата начала спецоперации 24 февраля также более чем символична. При сложении цифр дня и года получается зеркальное число. Сейчас большинство людей в России, да и во всем мире, разделились на два лагеря. Первые поддерживают официальную версию российских СМИ. Они считают, что Путин действительно играет роль миротворца и хочет помочь жителям Украины. При этом гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Именно эта версия активно транслируется со всех федеральных каналов. Вторая группа людей категорически против спецоперации России. Они считают, что вторгаться в чужую страну неприемлемо, какими бы целями ни руководствовался президент. Эти люди выступают за то, чтобы Россия понесла наказание за свои действия. В качестве источников информации они используют западные СМИ, версия которых кардинально отличается от российской. К слову, на Западе и в самой Украине активно призывают россиян выражать свое недовольство по поводу сложившейся ситуации и выходить на улицы. Чтобы разобраться, кто же здесь прав, важно вспомнить одну простую вещь. Президенты являются лишь так называемыми фронтменами или менеджерами, которые делают ровно то, что им велят сверху. Настоящие указания поступают от тех, чьих лиц никто никогда не видел. Все, что происходит сейчас на территории Украины,
Это заранее спланированная игра человеческими судьбами. В ней невозможно оценивать действия президентов двух стран, потому что указания обоим поступают из единого центра. То же самое касается стран Евросоюза и США, которые активно накладывают санкции на Россию и поддерживают Украину. Все они также являются частью большой игры под управлением незримых кукловодов. Цель всей этой игры – раскачивание эмоций и сбор гаваха. Сейчас внимание людей со всего мира приковано к ситуации на Украине. Многие искренне переживают из-за всего происходящего. Большинство людей находятся в состоянии страха и паники, так как не знают, что же будет дальше. И именно эти эмоции нужны тем, кто затеял все это. Задача так называемой спецоперации состоит в том, чтобы расшатать экономику всего мира, а значит, ухудшить качество жизни простых людей. Санкции, которые государства накладывают друг на друга, повлияют не только на экономику России, но и на другие страны. В частности, жители Европы ощутят резкий рост цен на бензин и газ. В России же последствия затронут практически все отрасли экономики. Ситуация приведет к инфляции и резкому обвалу рубля. Все это в разы усилит классовое неравенство. По поводу того, чем же все обернется в конечном итоге, может быть несколько вариантов. Представители мировых элит под руководством темных сил, чуждых человеческой природе, мечтают о приближении апокалипсиса и так называемом обнулении мира. Они хотят превратить жизнь на Земле в настоящий ад. Война в достижении этой цели, наряду с пандемией, является одним из этапов. При худшем варианте развития событий может начаться Третья мировая, в результате которой будет применено ядерное оружие. В итоге это может привести к полному уничтожению человечества. Еще один вариант развития событий предполагает доведение народов большинства стран до состояния отчаяния и безысходности. Он возможен в случае завершения операции на Украине в соответствии с планами российского руководства и последующего наложения государствами друг на друга всевозможных санкций. В результате этого весь мир погрузится в глубокий экономический кризис, что скажется на жизни простых людей. Бедность и голод будут провоцировать мародерство и беспорядки. Подобный сценарий также устроит теневых правителей мира, которые получат свою порцию отрицательной энергии. Последний возможный вариант разрешения ситуации – это установление мира и братских отношений между Россией, Украиной и другими странами. Для его реализации важно, чтобы люди осознали все происходящее и поняли, что война нужна лишь тем, кто никогда лично не примет в ней участие. Если люди всех стран сложат оружие и перестанут выполнять приказы, идущие вразрез с их личными убеждениями и здравым смыслом, планам элит никогда не суждено будет сбыться. Здесь вспоминается цитата короля Пруссии XVIII века Фридриха Великого: «Если бы наши солдаты понимали, из-за чего мы воюем, нельзя было бы вести ни одной войны». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.